Проект «Чемпионат мира» интересен в большей части спортивным чиновникам, либо каким-то бизнес-структурам? Или же он что-то может дать простому российскому болельщику? Переоценить значимость проведения чемпионата мира у нас в России очень сложно, хотя бы по той причине, что будет выстроена инфраструктура, которую, впрочем, обещают и так, независимо, получим мы право на проведение или не получим. В любом случае будут улучшаться условия. А эти условия, они повлекут за собой, я думаю, что, побоюсь этого слова, бум, наверное, футбольный, кое уже наблюдался 2 года назад, когда наша сборная отменно сыграла на чемпионате Европы. Так вот, я думаю, что как раз чемпионат мира нужно рассматривать в большей степени не как возможность у себя принять и, соответственно, выступить как можно лучше. Как правило, хозяева неплохо выступают у себя в родных стенах, а как некий такой значимый социальный проект, после которого, соответственно, просто-напросто у нас, если футбольной революции не будет, но то так или иначе это будет всплеск. У нас есть возможность посредством проведения чемпионата мира создать инфраструктуру, причем я не говорю только о стадионах, нельзя ограничиться только теми аренами, где будут проводиться матчи. Это и гостиницы, это и аэропорты, это вообще инфраструктура. Это, конечно же, огромнейший наплыв болельщиков, которые сюда приедут, популяризация самого популярного вида спорта. И к успехам, я думаю, что и сборной в дальнейшем, и, конечно же, и вообще правильные какие-то будут аспекты, правильные условия нужные, скажем, для того, чтобы развиваться как футболист. Как вы оцениваете шансы России на успех? И что может стать решающим фактором в победе? Один из важных моментов произошел недавно, когда оценочная делегация FIFA приезжала сюда, и за 2,5 дня мы, по сути дела, проехали 4 города, показали Санкт-Петербург, как строится стадион Кировский, как вообще инфраструктура. Была презентация, которую презентовал Матвиенко, также было Сочи, в дальнейшем Казань и Москва, конечно же. И поэтому, в принципе, конечно же, немаловажно для нас было, и это один из самых ключевых моментов, по сути дела, чтобы воочию члены FIFA могли убедиться, что да, действительно здесь не просто говорят, но еще и делают, и что здесь, по сути дела, можно провести чемпионат мира. Не можно, а нужно, потому что, по сути дела, территориально мы очень хорошо расположены между Европой и Азией. Если рассматривать в контексте вообще весь мир, то, в принципе, до нас добраться-то довольно-таки удобно, честно говоря. Если мы говорим о чемпионате мира, конечно же, не Европе. Поэтому, в принципе, это значимое событие, оно прошло, и какое сложилось мнение, вроде как хорошее по оценкам, но так или иначе все решится, естественно, 2 декабря в Цюрихе, когда 24 члена исполкома FIFA будут выбирать 2 страны, к 2018 году и к 2022. Поэтому пока сложно сказать. Шансы у нас, несомненно, есть, и очень хотелось бы искренне, чтобы, да и всем нам, я думаю, что здесь живущим в России, чтобы лучшие команды приехали сюда, и чтобы действительно праздник, действительно, на самом деле, неописуемой красоты праздник по впечатлению, по организации, прежде всего, вообще просто-напросто по тому, что происходит в тех городах, где проходит чемпионат, и вообще в стране в целом, чтобы наши болельщики, наши земляки могли испытать такое удовольствие, которое испытывают некоторые в других странах. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, cause this is Africa. Так все-таки проект «Чемпионат мира» интересен в большей части спортивным чиновникам, либо каким-то бизнес-структурам? Или же он что-то может дать простому российскому болельщику? Выгоден он всем, исключительно. Нет
того, скажем, контингента людей, которым там не был выгоден этот чемпионат мира по футболу. Нет, это вообще в целом. Несомненно, это и бизнес, прежде всего, это строительство, это улучшение инфраструктуры, это развитие. Вот. А также спортивный менеджмент, вообще вот, спортивного сообщества, которое видит, естественно, перспективы. Потому что новые какие-то веяния могут подчеркнуть именно здесь у себя в стране, которые каждый из чемпионата в чемпионат, вы сами понимаете, что разница в 4 года, и за 4 года все равно эволюция проходит в футболе, как и в других аспектах жизненных. Поэтому, в принципе, вот со всех сторон, и политический тоже момент, вот, это исключительно только позитивный оттенок несет. Поэтому вот, перечислять для болельщика, это естественно. Мы хоть и говорим о том, что у нас, по сути дела, 4 там, сейчас модное такое слово, кластера есть. Это Волжский, это Центральный, это Западный, там, вот это Северный, грубо говоря, там Питер, если рассматривать, то, несомненно, те же жители там, моего родного города Барнаула скажут, ну, а мы-то как, до них там 2500-3 тысячи километров, до того же Екатеринбурга, крайне, вот, к Сибири города. Ну, но я уверяю вас, это не скажет, потому что в любом случае этот перелет он составит там несколько часов. Но так или иначе, сознание того, что все равно ты можешь добраться, не нужно за границу ехать, а это в твоих родных стенах, вот, в России. И я думаю, что из Владивостока приедут, и даже из Петропавловска-Камчатска, вот, откуда очень далеко добираться. Но так или иначе, это же все на территории России. Ну, страна у нас такая большая. Поэтому для болельщика, вот, пожалуйста, есть возможность вот, в родных стенах увидеть лучшие команды, лучших футболистов и, соответственно, быть, ну, как причастным к этому вот фееричному празднику. Вот так, мне кажется. Вот, Алексей, уточните, пожалуйста, ваши функции в комитете. Официально спортивный директор заявочного комитета, и как посол, несомненно, человек, который вот выступает как раз и от лица, вот, и представляет интересы как раз России, нашей страны вот в этом проекте, как вы его назвали. Вот, на примере того же Гуллита, Рут Гуллит, известный в прошлом футболист, он, соответственно, не возглавляет, но является послом заявочного комитета Голландии, Голландия-Бельгия, вот, спаренной такой заявки. Тот же Бекхэм, который представляет Англию, Иеро, известный, вот, и Фиго, вот, помните наверняка. Они, соответственно, представляют Испанию, Португалию. То есть вот такие функции, которые обязывают, естественно, быть на различного рода презентациях, вот, и, соответственно, активно участвовать в продвижении России вот в заявке чемпионата мира. И последний вопрос, Алексей, давайте вернемся к инфраструктуре. Как вы оцениваете состояние российских полей? В принципе, вопрос, который вызывает наибольшее число нареканий со стороны экспертов. И не считаете ли вы, что ситуация поможет улучшиться переход чемпионата на систему осень-весна? Ага. Ну, я просто скажу, что о том, что я уже об этом говорил, что если так или иначе у нас будут строиться стадионы, и, естественно, инфраструктура, и те же поля будут лучшего качества, несомненно, и как минимум 8 стадионов будут построены, минимум, если не ошибаюсь, да. Поэтому, в принципе, вот вам и ответ на вопрос, что, конечно же, сейчас есть стадионы, такие как Локомотив, Лужники, где, в принципе, действительно комфортно болельщикам находиться, приходить. Просто вижу даже наплыв какой на Локомотив, хотя когда там свою эпоху играл за этот клуб, тогда не было этого современного стадиона, и ходил именно меньше из-за того, что Локомотив хуже играл, а из-за того, что, в принципе, условия были. Ну, болельщик так устроен, действительно, ему хотелось бы комфортно пройти без каких-либо преград, сесть на
там удобное сиденье, чтобы нигде не поддувало. Естественно, посмотреть футбол хорошего качества, именно во многом благодаря хорошему качеству поля. То есть, в принципе, вот те условия, которые обеспечивают другие страны. Поэтому мы к ним стремимся, и хотелось бы именно посредством, может быть, проведения чемпионата мира как раз улучшить инфраструктуру.